Girl. Всем привет, добро пожаловать на подкаст Чай Шоу. Girl, это происходит. Это наконец-то это происходит. Люди уговаривали меня, люди уламывали меня в комментариях в ТикТоке, чтобы мы начали записывать что-то подлиннее, побольше, поглубже. Это все. Girl, it's happening finally. Period. И, наконец-то, мы с тобой знакомы уже больше 12-13 лет. Мы профессионалы в том, что мы делаем, и это, наконец-то, происходит. Когда нам было по 5-4 года? Да, по 3-4 года. Да. Стоит ли нам представиться? Мне кажется, да. Мне кажется, надеюсь, кажется, будет ты не смотреть нуждаешься в больше. представлении. Girl, я нуждаюсь в представлении. Меня зовут Зи. Я тиктокер, я блогер, рассказываю новости, истории о стиле, популярной культуре. Да, меня, наверное, не знает твоя аудитория, но меня зовут Азиз. Я очень много работал в Нью-Йорке. Да. Я работал с большими издательствами. Наверное, самое известное издательство, с которым я работал, это Paper Magazine. И я работал со многими брендами. Я был подростком, что я делал? Я учился в школе, я вел блог. Вот как раз-таки через этот блог мы с тобой познакомились, когда еще существовал сайт Numbers KG, я не знаю, он существует сегодня? Если не существует, то RIP, если существует, то Аман Болсон. А так, я вел блог на Намбе, вел его... О чем я рассказывал? Я рассказывал о том, о чем рассказываю сегодня. Тогда я безумно мечтал быть Александром Анатольевичем на MTV. Те, кто, не знаю, возможно, кто-то помнит, но он был моим кумиром. Я с ума сходил по MTV, по вот этим Celebrity News, и, по сути, рассказывал об этом же у себя уже в письменной форме на Намбе. И как раз там-то я с тобой познакомился. Потому что ты не говоришь про Бейонсе, я не знаю почему, то есть... Бейонсе была 70% моего контента, 70% моей тематики, потому что я был одержим ею. И вот через эту, собственно, одержимость я с тобой познакомился. Все правильно. Я скажу, сколько мне было. Мне было 12 лет. Мне было 12 лет, и я вел блог на Nambi KG про Леди Гагу. Я был президентом фан-клуба про Леди Гагу 5 лет в Кыргызстане. И каждый день я выкладывал по 4-5 статей, которые были мною написаны. И если вы не знаете, мне кажется, многие не знают, что такое блог на Намбе, но там, мне кажется, статья про шины, про какие-то машины, покраски, потом про туфли Леди Гаги от Александра Маккуина, и затем еще какая-то статья. Это был блог на Намбе, и мне кажется, это делает нас уникальными. Мы с тобой занимаемся этим уже более 13 лет. Да, мы с тобой профессиональные фанаты, больше 13 лет. Да, мы с тобой профессиональные. То есть эти BTS и Blink, они, честно, выступают рядом не стоят рядом с нами. Но вообще, о чем это шоу? Это шоу о всем том, что вы бы хотели обсудить на своей кухне с другими людьми из мира моды, из мира поп-культуры и из всего того, что происходит, но на максималках. Сразу скажу, что мы будем смешивать языки, у нас будет очень много английских всяких терминов, сленгов. Не надо нам сраться в комментариях вообще, пожалуйста. Мы так разговариваем, это наша такая естественная манера общения, поэтому... Но давай поговорим о самом главном, в чем мы сейчас одеты. Давай. Это самое главное, вообще можно заканчивать эпизод на этом. Ну, я полностью в секонде. То есть я обожаю секонды, это моя большая тема, я нахожу классные вещи, очень много людей не находят классные вещи в секонде. Вот это мой талант. Вот, а на тебе что? Так, на тебе костюмчик сейчас, очень дорогой швабры. Period. Очень дорогая швабра от кыргызского дизайнера, и Зи будет cancelled за это, от кыргызстанского дизайнера Макса Сманова. И сейчас мы снимаем, кстати, мне кажется, просто в эпопее, в таком культовом месте для кыргызстанских дизайнеров в модном доме. Да. То есть здесь представлены все практически кыргызские, не все, а скажем так, все культовые, все уже установившиеся кыргызстанские дизайнеры. Да. Да. Это очень важное место для нашей моды. Сюда можно зайти и просто себе полностью гардероб обновить и выглядеть при этом хорошо. И при этом поддержать отечественное производство. Да. Хочу сразу извиниться перед... Максом Смановым. Макс Османов, сори, что я назвал Азиза шваброй. Но, возможно, именно Азиз в этой штукенции выглядит как швабра, а другой человек будет хорошо выглядеть. Окей. Кем мы являемся? Сейчас Зи является, наверное, одним из самых крупных инфлюенсеров в Центральной Азии. Girl. Вообще слово girl. Давай поговорим о слове girl. Сейчас все какие-то
девушки рандомные, какие-то парни рандомные подходят, и мужики в спортзале Мужики в подходят спортзале. и говорят, это же ты, Ты же- girl. Girl, да. Ну, просто многие люди думают, что я его придумал. Ну, чем я сейчас, я не знаю, я не считаю себя инфлюенсером, я какой-то микроинфлюенсер. Я Ага. работал, у меня была Но ты компания с очень Adidas. профессионально пи***ш в Твиттере. Да, в Ага. Кыргызстане, да, если у тебя больше 1000 подписчиков, ты интернетном считаешься аде. каким-то инфлюенсером, оказывается. Но это правда, то есть у меня есть твиты, которые по десятки тысяч человек смотрят и так далее. То есть микроинфлюенсинг это очень важно, мы с тобой это знаем. Макроинфлюенсерам сейчас очень мало доверяют, потому что им Thank you. много платят. А микроинфлюенсерам не так много платят, и им часто доверяют, потому что они, ну, для них это важно, для них это ново, когда им предлагают компании. И, кстати говоря, об этом. То есть мы не можем не обсудить самый большой скандал, который произошел в мире инфлюенсеров. Это Макейла Нагера. Вообще, что ты знаешь об этой Макейле Нагере? Ничего не знаю. Это та чувиха, которая в ТикТоке у меня появляется через видео. Появлялась. И вот сейчас я её Появлялась? очень... Появлялась. Я Ты очень её редко заблокировал? ее вижу. No, girl. Я просто такой, типа... Это какая-то такая Ты оверлей... зашел в опции и написал «неинтересно». No, я просто пролистываю. Как только вижу ее лицо, I'm like... Girl. Ну, не знаю, все, что я знаю, что это бьюти-блогерша, она там обозревает косметику и так далее, все. Это все мои водные данные. Да, ну, в общем, Макейла Нагера произвела самый большой такой фурор, скажем, в этом году про инфлюенсер-маркетинг. Ей 24 года всего. Она уже 24? 24 года. Вау, ей Она очень срочно совсем нужен девчонка. SPF. Вау, 24 так ужасно выглядит. Girl, I'm so sorry. For real? 24? Она выглядит как Ну, она белая 38-летняя мама женщина в где-то в Америке. White people, girl. Анан? И чё? White people crack. Да, типа, белые люди в Америке, они так выглядят. Но It's у них okay. 24. Anyway, она является 36-й номер в топ-креаторов Forbes. То есть у нее 13% Вот, она на аудитории. 36 и выглядит, собственно. Ага. Она 13%, у тебя что-то есть на 13? На 13 но нет. 13% ее аудитории вовлечены в ее контент. На самом деле это Хорошая очень цифра. хорошая цифра. Она 4-е место в этом списке, то есть она супер круто продает косметику. И чем она известна? Своим бостонским акцентом. Ага. То есть она вот так разговаривает, на камеру продает. То есть это так звучит по-русски, если мы сейчас это переведем. Да. Я, конечно, не издеваюсь над людьми, у которых есть бостонский акцент, Да. но он у нее очень такой растянутый, раздвинутый, очень громко, я не знаю, она его очень все громко произносит. Это как типа Игги Азалия имитирует южный акцент, да? Окей. Да, да, то есть Ига Азалия австралийка имитирует южный акцент в рэпе. То же самое делает Макейла в своих видео, но многие говорят о том, что она не специально, она простая девочка, вот ну, такая вот маленькая белая девочка, которой можно все с рук сходит. Ага. Но недавно Макейла сделала такую неприятную штуку, когда знаменитый бренд L'Oreal Ага. предложил ей спонсорство над своей тушью. Ага. Тушь у них называется телескоп. Телескоп, кстати, можно купить в Кыргызстане, это достаточно популярная тушь. Кайрат, но- ты пусть покупает рекламу, girl. No, продолжай историю. Ага. А, Вообще L'Oreal, бесплатная проспонсируйте нас. Period, бесплатная рекламная площадка. Да, он что ли? L'Oreal. Ну, у нас нету L'Oreal в Кыргызстане, к Do I сожалению. care? L'Oreal Казахстана. Я знаю, что вы существуете. Проспонсируйте нас. Но действительно, L'Oreal телескоп это иконическое. То есть вне рекламы это иконическая. Маскара, тушь. И Макейла Нагера рекламировала их новую формулу, называется телескопик лифт. И она нанесла ее на свои реснички. Да. И через секунду появляется кадр, где на ней, то есть у нее было там, грубо говоря, 8 ресниц. Да. Через секунду кадр, где у нее там 26 ресниц или там 20 Накладные. ресниц, она надела накладные ресницы. Обманула. Да. То Не есть сказала об этом. в Америке есть Federation of Advertisement Ага. или Федерация по рекламе, которая запрещает такие вещи. То есть люди подписывают огромные контракты, в которых они говорят, я не использую искусственные ресницы, я не использую там загар, я не использую там все что угодно, все, что ты рекламируешь, ты не можешь использовать искусственные вещи. Макейла Нагера использует искусственные ресницы и при этом рекламирует тушь. Мы говорим про контракт, то есть Джеффри Стар
Джеффри Стар. Ага, Та-та-та-та-та. Говорит о том, что эти инфлюенсеры получают по 250, по 300 тысяч долларов за один TikTok. За одно видео. 250-300 тысяч долларов. То есть за эти деньги она выкладывает вот Что это. я неправильно в вот этой жизни делаю. это. Ага. Затем мы все сидим, то есть интернет взрывается. Это уже называют маскера гейт. Да. То есть это вот все, люди только это обсуждают. И Макейла Нагера 2 недели сидит молча. У нее ничего не вкладывается в ТикТоке. А эта тетенька, с 13 миллионами подписчиками. У нее 1 миллиард просмотров. Она сейчас топ в мейкапе. Мгм. И в это все время выходит кто? Hi, how are you? Наш знаменитый, не друг, но человек, которого мы с тобой знаем, Джеффри Ага. Стар. Джеффри Стар. Джеффри Стар. Bro, Визажист. что ты знаешь о Джеффри Старе? Вообще Джефф- расскажи мне. Джеффри Стар — это ютубер, довольно-таки провокационный, очень яркая внешность, создает свою косметику и то есть снимает обзоры чужой косметики. Твоя первая встреча с Джеффри Старом. Это вот его, собственно, скандалы, что он на кого-то постоянно наговаривает. Мгм. С кем-то постоянно ссорится, с кем-то... То есть я про скандалы постоянно слышал. У Джеффри Стара вообще есть, честно, история скандалов. Ага. Я знаю Джеффри Стара из его песен. Его самая популярная песня с Ники Минаж. Ники Минаж? Да, он поет «Fuck Ники Минаж me, всегда, да, не было I'm вкуса? a celebrity». Вау. То есть это его самая знаменитая песня, и затем он начинает выпускать косметику, но еще до этого как бы... Подожди, Ники Минаж? Серьезно? Да, у него есть сингл с Ники Минаж, и как бы мы знаем про его... Мы сейчас поговорим про его прошлое. Но Джеффри Стар, вообще, когда он только начинался, он был знаменит тем, что он был самым знаменитым человеком в интернете. Ага. Интернет в 2000-х — это был Tumblr. Да. У него был самый популярный блог в Tumblr. И MySpace. То есть, MySpace, girl. Girl, bye. I'm gonna get cancelled for this. Тамблер чуть позже появился. Ага. Спасибо, Ди. Мгм. MySpace. Да. Я все это время говорил MySpace. У него самый был популярный блог в MySpace. Если вы слишком молодые, чтобы знать, что такое MySpace, это была буквально лендинговая страница, в которой вы выкладываете все, что хотите. Вы можете ее редактировать, как хотите. Много стикеров, и там есть музычка. Вот Джеффри Стар, у него было самое много подписчиков. Он был Да. самым знаменитым человеком в интернете в 2000-х годах. Вау. То есть это человек, который буквально вырос на интернете. Ему Ага. еще не было 18 лет даже тогда. То есть это Джеффри Стар. Затем он начинает выпускать свои помады, и он становится знаменитым И богатым. и богатым. И самое последнее о том, что как бы такой всплеск о Джеффри Старе, мы знаем его коллаборация с Шейном Доусоном, Ага. когда они выпускают свою великолепную, честно, в маркетинговом плане великолепную коллекцию Да. Conspiracy, которая продается за несколько секунд на 35 миллионов долларов. Ну, мы все видели, я смотрел, я тоже наблюдал за Мы всем все этим. за этим смотрели. Это серия документальных фильмов, Да. в которых они вот раскрывали То процесс есть за создания несколько косметики. недель они собрали больше 100 миллионов просмотров под своими видео, где они подготавливают эту косметику, затем они выпускают эту косметику, они ломают сайт, на котором они это все продают, и зарабатывают 35 миллионов долларов за несколько секунд. Затем Сколько? 35 миллионов долларов. Они продали 1 миллион и 100 тысяч палеток, Ага. только палеток, Вау. за несколько секунд. Предки это... Палетки, то есть классические палетки для теней. Окей. Conspiracy Всё, называется. всё. Затем позже они выпускают маленькие палетки, тоже через несколько недель и так далее, они продают на 3 миллиона. И Шейн Доусон также выпускает мерч, или как это по-русски, я не знаю, одежду всякую, мерчендайз, да, через Джеффри Стара. Как это по-русски? По-русски я Да. не знаю. И зарабатывают несколько десятков миллионов на этом тоже. Ага. То есть мы говорим, это и Шейн Доусон уходит из вот этой коллаборации при 35 миллионах с 10 миллионами долларами. То есть мы говорим то, что эти люди заработали просто за один день столько Целое денег. состояние. Целое состояние. То есть они могут дальше не работать. Но Джеффри Стар, это был пик его карьеры, но у него история вообще огромного... Подожди, дай я сейчас твой телефон сейчас. Girl, Да. there is so much, то есть так много, что он сделал. В 2000-х, когда у него MySpace, он выпускает помаду, которая называется помада нации или нацист.
То есть он себя назвал помадным нацистом. Конечно, в 2016 году это все, в 2020 году это все выходит на свет. Ага. И он говорит о том, что, ну вы же знаете, есть типа grammar нации или Да. нацисты по грамматике и так далее. Ну, я решил, что я нацист по помаде. Типа, для меня очень важно, какая помада. Но затем он извинялся и говорил о том, что он всегда говорит, то, что это отвратительно, бла-бла-бла-бла. И я очень глубоко извиняюсь. Хорошо, люди как-то это забыли и так далее. В 2004 году появляются видео, где Джеффри Стар использует расистские термины, то есть слово на «н» Да. по отношению к людям проходящим. То есть просто проходят люди, и есть записи, где он об этом всем говорит. Отвратно. Как бездомный человек, да? Да, это в 2016 году все выходит. То есть мы говорим о просто проходящих людях. Затем в 2006 году у него появляется видео, где он говорит о черной женщине, о том, что, блин, она не носит неправильную типа тоналку, Да. я хочу использовать кислоты от батареек, чтобы отбелить ей лицо. То есть это человек говорит, понимаешь? То есть он обращается к черной женщине на видео и говорит, у нее неправильный тон тоналки, и я хочу использовать кислотные батарейки, чтобы очистить, чтобы отбелить ей лицо. Это человек, И который... он на полном... Это человек, который в 2020 году зарабатывает 35 миллионов за несколько секунд. В 2007 году он выпускает целый Подожди, клип. это он публично говорит, или это было какие-то... Это видео. А. Это видео на YouTube. В 2007 году он шаг. выпускает целый клип, в котором он использует слово на «н». Мгм. То есть это уже дальше, да? Ну, камон, в 2000-х Джумбаш мог знать, что так нельзя делать. Girl. Girl. В 2010 году он говорит о том, что он бы избил одного YouTube-креатора, это женщина, то, что он бы ее избил. Он дальше говорит о том, что я использую различные средства, то есть какие-то электрошоки и так далее, чтобы просто на простых людях. We have the Jeffree Star taser. То есть электрошоки и перцовые баллончики на простых людях. И в 2016 году он опять говорит какому-то блогеру о том, чтобы он ее избил. Это женщина опять. И потом в 2016 году у него целый парад разборок с Kat Von D, знаменитой мейкап и тату-артисткой. В 2019 году он нападает на Джеймс Чарльза. Затем мы узнаем о том, что они это все Нападает спланировали. не физически, нападает... Нет, онлайн. Онлайн, окей, То есть да, они сразу. пытаются канцельнуть 17-летнего Да, Джеймса Чарльза. Бьюти Армагеддон, то, что Да, я назвали. не считаю Джеймса Чарльза каким-то великим компасом морали, Да. но они с Шейном Доусоном просто собираются и пытаются канцельнуть его. И об этом мы всем узнаем. В 2019 году он становится одним из топ-5 креаторов на YouTube. Он зарабатывает $17 миллионов Вау. за 1 год. И сейчас мы приходим к тому, что он... то есть почему большой cancel у него случился в 2020 году во время движения Black Lives Matter. То есть он выкладывает вот это большое извинение Джеймс Чарльзу, Тати Уэстбрук, вот Да. этому всему комьюнити по мейкапу, и он говорит, ну давайте начнем фокусироваться на том, что важно. И он начинает называть имена жертв полицейского насилия, именно афроамериканцев, типа Бриона Тейлор и так далее. И люди говорят, ты вообще, типа, чокнутый, ты Да. вообще ебнулся, грубо говоря. Ага. То есть ты используешь имена этих людей тогда, когда тебе это полезно. И его очень крупно канцелят. Да. То есть продажи Джеффри Стара невероятно падают. И затем выходит целая статья о том, как он использовал электрошоки. Ambien – это лекарство, чтобы насиловать людей. То есть это человек... Понимаешь, его канцелят, и все, сейчас у него продажи, то есть невероятно падают. То есть он в 2019 году за несколько секунд делает продажи, о которых мейкап-бренды мечтают за целый год. Да. Затем его- Бизнесмены так много не зарабатывают. Ага. Да, затем его просто канцелят. И сейчас вот это Маккейла, почему я это все, сори, что я так долго разговариваю, Да. но вот это все приводит к Маккейле Ногери. Эта девушка выкладывает свои неправильные ресницы Да. и так далее, и Джеффри Стар возвращается. И все его принимают. Нет. Миллионные просмотры. Опять же, то есть люди, у которых, наверное, моральный
Компас немножко лучше Бузук. настроен, Окей. они его не принимают, Ага. а у кого вот Бузук, у кого как раз моральный компас, боже. Да, в канализации. Вообще, да, в канализации они говорят, да что вы, у него такие классные палетки, у него лучшие, действительно, палетки хорошие. Я ни о чем не говорю, палетки хорошие. Но я не считаю, что хорошие палетки могут быть оправданием для принятия такого человека. И вот мы возвращаемся к инфлюенсер-маркетингу. И это все нас приводит к тому, что самый знаменитый магазин, который продвигался инфлюенсерами, Морфий в Америке, закрывается в этом году. Оказывается, Джеффри Стар в 2019 году генерировал 40% продаж Морфия. Вау. По данным, полностью зависящий от инфлюенсер-маркетинга бренд сдох. Его нету. Окей. What do you think? Честно, плохо как-то. А так, это на Я самом деле... столько рассказывал, это все, что ты сказал мне, честно, плохо. Лично для меня подчеркивает важность или неважность инфлюенсеров, насколько это опасные или насколько это нужные люди. Ты только что поехал в Да, Абу-Даби поехал. Ага, Анан. и купил целую уходовую косметику от Рианы. Да, ну она... Ну... То Окей, есть давай ты не сразу. хочешь сказать, что Риана тебя Давай инфлюенсерила Girl, купить эту... Давай по это... Let's spill the tea, girl. Да, это- Period. Кто такие инфлюенсеры? Сразу подумай, да? Инфлюенсеры, под инфлюенсерами имеем в виду огромный класс людей. Это могут быть как блогеры, так и знаменитости. Но для меня, типа, ultimate influencer, это все равно Риана, да? Человек, который может Даже продать не мне Бейонсе. трусы. Нет, Бейонсе это мой кумир, это совсем другое. Мне кажется, я не захотел бы одеваться, как она. Потому что иногда Бейонсе, куда я сахтасан так одеваться на публике. But I love her. I love her. Но вот Риана это другое дело немножечко. Вот, типа, этот человек. Вот. Мне кажется, вот эта тема, не сколько бьюти, скандалы, это все, насколько можем ли мы вообще доверять блогерам, и стоит ли им доверять. Ну, типа, это вопрос от меня, как блогера, тоже, да, исходит. Насколько То есть ты доверяешь Риане настолько, что ты готов купить ее уходовую да, косметику и кислоту поверить куплю, ей? все, что она продаст, потому что она мне скажет, ты проглоти Она- кислоту, я такой... Окей, Girl, мне me кажется, too. это очень, очень клевый такой подход. Нам нужно все-таки сейчас вытащить нашего гостя и обсудить с ней, потому что мне очень интересно, что она думает. Так, у нас, типа, Да, я абсолютно гость согласен. офигенный. Yes. Короче, сегодня у нас здесь первая гость нашего подкаста Эльдана for Rice. We decided to keep it in the family. Наверняка многие из вас знают, кто она, чем она занимается, как она То прославилась есть и так многие, далее. все знают, кто Все она. знают. Oh my God, Если вы I'm не so знаете, кто sorry. она, Да, все знают, кто он. Это наша, это как мать центральноазиатского блогинга, some may say бабушка центральноазиатского блогинга. Без нее не появилось бы большинства блогеров. Действительно, без Если тебя бы не честно. появилось большинства блогеров, Period. без тебя бы не появился я. Поэтому я думаю, что ты родила нас всех. да, мои Или- первые 1000 подписчиков это Эльдана. Раньше я была бы, не надо, сейчас такая, да, бич. Да, Да, period. Зи, расскажи вообще, что для тебя с Эльданой, как ты начал, что знакомиться? Да, на самом деле, когда мы обсуждали, кого же нужно пригласить на эту тему, типа, с кем можно обсудить эту тему, инфлюенсеринг, it just felt right позвать Да. первого блогера с Одновременно. Азии. Эльдана Сразу же, Форайс. of course, her. Потому что я о тебе узнал, когда я учился в Америке, в школе, и вот, знаешь, моменты после полуночи, ты только сидишь, скучаешь по дому, начинаешь душковать. Тут открываю Facebook, и кто-то из других тоже студентов, которые были по этой же программе с нами в Штатах, делится твоим роликом. Я помню себя как-то там, я до сих пор помню, это 2:21 на часах. Я сижу, и вы дико истерики смеюсь. Чай или Катя? Дима, ты такая тупая не втешится? Ну, реально тупая. Это так, типа, Хуворов, да, что 10 лет назад, это было ровно 10 лет назад, girl. Ах, не 10 лет. Да, прошло. 10 лет назад, да. Ты Да, не это мама правда блогинг. было 10 Да. Давайте не про время. Я такая, Я вообще с я знаю о Эльдане очень давно, потому что мы выросли недалеко друг от друга, практически на одной улице. Я думаю, что ты не знала обо мне, но я знал о тебе, потому что, как-то я видел тебя и так далее. То есть я знал о твоем существовании, но я никогда не думал, что ты будешь таким популярным блогером. И в 2013 году ты начала активно вести блог.
Мы тогда заобщались. Да, мы это тогда было- начали общаться. Я даже помню твои первые посты, когда у тебя было меньше 700 подписчиков. То есть вообще... Золотое время. Да, золотое время вообще, ну, ни о чем, но я уже тогда понимал, что, боже, это человек, который первым своим постом в Инстаграме сделал свой носок. Да, и этого нет страницы. это Да, жалко, этой так страницы обидно. великолепной нет. Да, не, вообще мой первый Инстаграм, в начале мои первые посты, я их обожаю, я просто фанатка той маленькой, да, там столько всего было интересного, интересного, но вот сейчас этого нет, я вообще ничего не помню, реально, кроме носка, ничего не помню. Да, но это был великолепный носок, Да. и она С тогда училась... хэштегами, извините, пожалуйста, с хэштегами, с рамочкой, вот, не ретрика тогда была, что-то вот, Валенсия, Валенсия, наверное, Валенсия. вот, Фильтры, вот, окей. все, что вот нужно было по канонам Инстаграма, Да. было в Да. этом носке. Тогда появился Ask.fm. И все, Эльдана Ask.fm, взорвала. да. Эльдана О. взорвала, потому что у тебя были гениальные ответы на эти Ага. Ask.fm. То есть там была Ая Шалкар, тоже моя подруга сейчас. Ты, и вы прям, Диана Каркунова, и вы прям так качали на Ask.fm. И затем ты начинаешь выкладывать вайны. Я думаю, мы можем их назвать вайнами, да, потому что тогда это называлось вайнами, о Грозном Кыргызии и так далее. И все. И появляется интервью в Клоп уже в 2014 году, и Эльдана взрывает. Ты считаешь себя первым инфлюенсером в Центральной Азии? Короче, я не считаю, что... Раньше, вот опять я бы сказала, типа, хватаю, типа, все снимали, повторяла за американскими вайнерами. Я вначале просто кучу всего просто переснимала, Ага. вот, но сейчас я понимаю, я вдохновлялась, вот. И, ну, типа, да, но не так то, что... просто факт из прошлого, ну просто данность, да, that's me, ну Да. типа, ну я действительно в тот момент уловил, но это не было так, то что сейчас это стрельнет, это качнет и это поможет мне в будущем. Мне было скучно, мне было одиноко Ты в в Малайзии, Малайзии, да, было, да, я из своей комнаты, из 4 комнат, из 4 стен никуда не выходила, снимала чисто для своих друзей и все, и даже вот я всегда считала своим началом, типа, Инстаграм, но вот ты сейчас напомнил про Ask.fm, потом Твиттер, я помню, у меня был прикольный. да. Ну, короче, я вот только потом со временем поняла, типа, я прикольные штуки там писала, короче, вот, и это реально... И это было все внутри моего круга для моих друзей, это было общение с моими друзьями, и вот это, оказывается, ну, реально, короче, качало. Оказывается, в жизни каждого инфлюенсера только происходит такой переломный момент, когда попадаешь в жопу, какое-то говно. Да, И да. ты Я не типа, знаю, что это, «О, расскажите мне». В смысле, ты не знаешь, что можешь сказать? Я помню это все вот так, знаешь, типа вот все вот в абстракции я помню, пелена туманная над моими глазами. Строительная компания, да, это была? Да. Но сейчас, Да. когда ты сказал, у каждого инфлюенсера, ну, есть, типа, Да. перелом момент, я не про это смотрю, потому что тогда у меня было все хорошо, ну, я сама была счастливая ребеночка, все Да. было прекрасно. Вот прошлый год мы здесь материмся. Мы материмся, Поменьше. у нас потом, надеюсь, наш любимый продакшн нам сделает пип-пип, Всё. и мы получим денежки от Ютуба. Подписывайтесь на нас. Обязательно. Вот. И, ну, короче, у меня был полнейший пипец. Вот год назад вообще дыра полнейшая, творческая и в делах, и все, вообще понять не имел, что происходит. Вот тогда вот для меня был этот момент. А вот эта ситуация... Скандал! Да. Он был... Ну, короче... Что там было? А Что там когда, было? Да, окей. когда мы начали думать, что большие дыры это проблема? Я считаю, что большие, Girl, can you? Да. большие дыры это всегда хорошо. Сука, Азиз был. И здесь, А да, мы здесь не проговаривали этот Большая момент дыра хорошо. на твоем лице, да, поры твои? Ага. Ну, короче, строительная компания. Я сейчас вообще окей. Ну, короче, ужасная ситуация. То, что я сделала, очень тупо. Но мы все делаем ошибки. Я была ребенком. Подождите, я что понятия не мы имела. обсуждаем? Я вообще не понимаю, Ведь что за компании, что это? из-за что? Я снялась, его, когда вот я сейчас в шоке, как ты все запоминаешь по годам, типа 2014 год. Это. Для меня вот примерно где-то вот прошлое. Ну, короче, я снялась в рекламе строительной компании, там был типа прикол, ха-ха, аллахачу, и меня там типа крадут. Ну и вот, и этим самым мы нормализовали мое присутствие, там нормализовал эту ужасную проблему в Кыргызстане. И and it's not cool, это вообще ужасно. Подожди, Эльдан, ты рассказываешь, расскажешь, вот что это было, потому что я не очень Да, понимаю, что это да, было. Эльдана да. рассказывает, она со своего лица, Мгм, я все равно помню. это не СМИ. понимаю. Представьте, СМИ. 2000 какой-то год был? I have no idea. Я же говорю, я типа когда-то там. 2010 какой-то там
Год это было у нас что? Короче, середина 2010-х, да? 100%. Да. Я читаю СМИ, и там СМИ, я вижу скандалы. Блогерша. Тогда феминитивы не использовали. Блогер Эльдана Форайс. Как там, что она там нормализует кражу невест. Не стану твоей женой! Никогда не стану! И там ты в видео, я помню, да, что в видео ты заходишь, ты смотришь на дом, ты такая, как клево, так что-то красивое, и кто-то тебя тырит. Да? Да, меня крадут, а потом, мне не нравится, а потом я такая прихожу, а квартира нифиговая, теплые полы, я здесь остаюсь, классно. Да. Вот. Да, это были лихие 60-е. И вот, и на нее напали, сказав, типа, мол, ты... Но заслуженно, ребята, это заслуженно. Ну, по факту, По да, факту, да. абсолютно. Но да. мне кажется, ты не шарила толком. Абсолютно. Нет, можно теперь Да. с моей стороны? Вот то, что ты, когда это прочитала, когда весь уже кипиш это провел, и он, я сколько помню, был попозже. Ну, типа, мы вначале, когда отсняли, все было нормально, Да. и все это. И вот, можно я чуть-чуть засечу себя, да? Да. Почему я вообще на это тогда согласилась? Я тогда вообще ни хрена о мире не знала, не понимала, что-то примерно знала о Кыргызстане, знала то, что у нас есть такая, как традиция, да, это Да. ужасная. Ну, это вообще не традиция. Короче, ну, я тогда это считала так, и когда мне предложили, моей главной мотивацией было то, что я, ну, я тогда в основном в Алмате жила, типа, я в Кыргызстане особо как-то не двигаюсь, хотела здесь что-то поделать, и тут мне предлагают, и я понимаю то, что там будет, типа, съемка, съемочная команда, Продакшн. уровень продакшн, типа, это не iPhone, да? Я такая, вот, и честно, у меня не был там какой-то чек огромный, вообще мне херню заплатили, вот, но мне хотелось, честно, из-за опыта, да? Да. Вот. И я, честно, я даже когда прочитала сценарий, я такая, смешно, потому что я увидела там шутку, я поняла, то, ну, типа, да, я захожу, я осталась, потому что я не воспринимала то, что это такая ужасная, я не Да, знала да. всю ситуацию, Конечно. типа, я слышала историю, господи, там моя тетя вообще так легко во время разговора, вот меня же вот твой дядя украл, я так, ну, типа, ну, я такая, ну, типа, это было абсолютно нормально, ну, Да. на то время для меня, я и не понимала еще раз, вот, и я согласилась, мы отсняли, я кайфанула от съемки, было прикольно, но новый, Ну да, ну, конечно. какая-то движуха, вот, и я выложила, и я обычно, если раньше особенно так было, если у меня какой-то, ну, получается какой-то дискомфорт, или я какую-то плохую новость получаю, или еще что-то, я никогда в комментариях не срусь, я никогда не этот, Я срусь в комментариях. да. Я стараюсь абстрагироваться от ситуации, все этого нет, было, все, пока, до свидания. Поэтому вот мы это выложили, вроде все было, ну, нормально, а потом я начала замечать какой-то пипец, меня начали отмечать, меня начали это. Я такая, моя жизнь идет дальше пока, вот. И вот это происходит. И, короче, и это так и висело, то есть я это никак не прокомментировала, ничего нет, и так оно было очень долгое время. Есть же тема, типа, пока ты не скажешь, скажет за тебя. Вот, ну, всякие вот такие вещи. Вот. И что-то... И потом еще до хрена времени прошло, когда я уже начала понимать, что этот мир да, и вот наша страна тоже вообще не вау, и одни придурки вокруг, да, и что произошло, ну, и бедные женщины, ну, короче, я начала понимать всю вот эту историю с насилием, тра-ля-ля. И вот, и в один день, ну, когда я уже в эту тему вложила, и в один день я вспомнила это, я приняла этот момент, то, что, да, Эльдана, ты сделал такую штуку, it's not cool, вообще, я поняла, насколько это хреново, вот, но, и мне также и не хотелось, знаете, поднимать эту шумиху, вот вы сейчас тоже поднимаете эту шумиху, все будут искать, это видео, вот, короче, да. She looked younger. Да, вот, и вот, ну, и этот, как его, и тогда, да, я поняла, я сразу написала Карине, это моя очень хорошая, потрясающая, гениальная просто подруга. Это наш бог по этике. Да, это Карина, такая, bitch, help me, мне нужно как-то высказаться, рассказать, что it's not okay, типа, мне как-то было все равно насчет того, что, типа, мой имидж, да, но мне было реально некомфортно от того, что я своим каким-то присутствием в чем-то нормализую это. It's not okay, потому что я разговаривала, общалась с умными людьми, да, все такое, я понимаю то, что, ну, короче, it's not okay. Вот, много говорю, да. Да. Еще я смогла дописаться до... съемочной команды, они удалили это видео, его нет, ну типа girl. его нет полностью, Trust me. For real? да, но есть клоповское видео, которое типа вот Эльдана, Цитирует. да, ну типа вот такое видео было сделано, я такая, ну Клоп, ладно, типа это
это уже журналистская работа, да, но Да. по факту объяснили, что происходило когда-то в прошлом. Но самого видео, бум, нету. Попробуйте его найти. Подожди, то есть да. мы That's продолжаем... challenge accepted. Ну, нет, я же не надо, Challenge пожалуйста. находим все. Да, вы можете посмотреть это видео по ссылке вот здесь. Да, да, да. Подожди, мы продолжаем пить кофе в комьюнити или нет после таких Кофе слов? комьюнити. О май гад. What is community? Is it cancelled? Битесь, вы все равно все будете туда ходить. Да, да, да. Понимаешь, вот мы говорили про Джеффри Стара и так далее. Ты не просто взяла во внимание, я вижу тебя на протестах, я вижу тебя, собирающую деньги на различные феминистические основы. Да, я вижу, как она то- сдает бутылки. Да, то есть ты даже, ну, как бы бутылки, да, то есть мы говорим про экологию, это все взаимосвязанные вещи в социальном развитии, да, то есть ты не совершаешь таких дебильных ошибок, ты, наверное, реально продвигаешь наше общество вперед, и по мне это главная причина, почему я пью кофе в комьюнити. А если бы это сегодня произошло? Да. Тебя бы канцелировали? Потому что тогда это было Я тысячу лет бы- назад. Бой, Да. вы знаете, как я кипишу и нервничаю, чтобы мне там строчку в Инстаграме... Ну, сейчас поспокойнее, я скидываю всем фемпем девочкам. Девочки, это нормально, это не проблематично. Да. Я не хочу сейчас... Вот, типа, это даже... И, ну, это было не из-за этой ситуации, а вообще, как бы, меня саму волнует. Я Это сама, правильно, у извините, тебя должна быть этическая команда. Тебе не кажется, что люди слишком чувствительные сегодня? Типа, может быть, но, смотрите, возможно, по каким-то темам да, но глобально в какую сторону это движется, мне нравится. У Ну, меня к короче, тебе да, большой ага. вопрос. Вот смотри, Эльдана инфлюенсер или комьюнити? Что бы ты сейчас выбрала? Вот должно остаться только одно. It's not possible. Ну, типа, мне и то нравится. И сейчас... Ну вот все, у тебя Вот сейчас у тебя выбор. нож так... Да, вот Да, нож да. перед тобой, Да. Джеффри Выбирай Стар стоит твой с блог. тейзером Ага. и говорит: все, Эльдана, ты либо комьюнити, либо ты либо отказываешься от своей карьеры инфлюенсера, либо оставляешь комьюнити как бренд. Ну, тогда, честно, конечно, я не, типа, ребят, знаете, я только сейчас понимаю структуру мира, структуру дел. Я только сейчас могу себя уверенно назвать. У меня были очень сильные проблемы с самоидентификацией, да, типа, кто я, что я, как мне себя представлять, когда меня зовут на интервью, типа, как тебя подписать. Подпишите Эльдана, все, да, вот. Но только сейчас, вот, в 22-м году я осознала, я блогер. Типа, это вот я понимаю, вот, типа, есть все факты из моей жизни, которые подтверждают то, что я блогер. Да. То есть ты бы отказалась от комьюнити. Period. Period. Вы. Это все, что я слышал. У меня к ней еще вопрос есть. Давай, вот Джеффри girl, Стар. get it. Вот что ты думаешь? Вот ты послушала нас, мне Да. твой Или интерес. что Я происходит? охренела, да. Честно, я до этого видела его, Да. чисто там тиктоки или какие-то ютубовские. Мне нравилось, как он выглядит. Он красивый, Но чё он побери. топ в Ютубе, топ в ТикТоке. Он знает, что делает. Вот, и я его увидела примерно в эре, когда я увлеклась очень сильно Drag Race, вообще узнала, что кто такие драг-королевы. Да. Какой вообще. сезон это был тогда? Это Я был начала с 8-го. С 8-й, Окей. 8-й, И мы вместе 8-й смотрели. самый вот, да. И я просто в него влюбилась, потому что у меня была картинка, как бы, драг. Его можно назвать то, что делает драг? Но Джеффри не ассоциируется с гендером, с какой-то идентичностью, просто Джеффри — это Джеффри, Он и существо. любые как местоимения к нему относятся, поэтому он ходит по он, Да, или они, окей. она, неважно, то есть просто Джеффри — это Джеффри. with 90s supermodels. И он выглядит божественно, и поэтому у меня всегда к нему было какое-то, ну... Тёплое отношение, да. Но то, что вы сейчас рассказали, ну, глобально это, конечно, ну, типа, что вы от меня хотите услышать? Я абсолютно... Оправдай его такое, да? Я абсолютно Ну вот, согласна. вот это скажем, пипец. Зи или я это все сделал, да? И что вообще? Да вы бы так не сделали! Да, вот я именно, вообще, я если честно, знаю, в что вы бы так ахере. не сделали. Ну, типа, ну, вы говорили то, что человеку нравится внимание, attention whore, да, и это, ну, и ты привыкаешь, ну, и типа, извините, бабки, да, сейчас такие банальные вещи, деньги сводят с ума. Я думаю, нам нужно уже заканчивать, но мы хотели, Эльдана, с тобой закончить такой особенным сегментом, особенной частью нашего подкастика, нашей программы. Не знаю, хрен как это назвать, честно говоря. В общем, наших посиделок.
FYP, you. for you page, да, вот что ты сейчас видишь, что тебе нравится. От чего ты кайфуешь, что у тебя Да. появляется? Потому что мы знаем алгоритмы, они... Я Если накидала у вас много голых мужчин Давай. Я или поделюсь пока женщин, своим это не первым. просто так. Мой FYP на этой неделе — это сериал «Золотые девчонки». Это старый сериал из 80-х, Golden Girls, о 4 бабульках. Да, 4 бабульках, которые просто живут своей жизнью в Майами, и куча ситком, там типа вот на заднем фоне ржут люди. Вот это мой самый любимый. Я уже на 4-м сезоне, я не могу поверить, что я смотрю такой старый сериал. Так, что у меня сейчас? Я обожаю мемы про Леонардо Ди Каприо и его 25-летних девушек. Но Леонардо Ди Каприо официально уберет себя из кинофильма «Титаник», потому что «Титанику» в этом году исполнилось 25 лет. В смысле? Да, все, 25 лет. Я уже серьезно такая, в смысле? Все. Да, а также, поскольку Чехия ушла от Чехословакии 30 лет назад, Леонардо Ди Каприо отменяет все свои планы посещать Прагу. Все, хорошо. Ой. И мой самый любимый, наверное, это не мем, но он как мем. Здесь показаны 2 актера, мы вам покажем их на экране. И вот как бы им обоим, у них такая же разница в возрасте, как у Леонардо Ди Каприо и его нынешней возможной девушки. Фокус. Это не он. Не, они не встречаются! Он хороший. Он очень хороший, классный, да. он очень Уф, классный не-не-не. актер. Уф. Да, и многие люди, кстати, в основном консервативные люди в Америке, им нормально. Они говорят, почему вы говорите о том, что Леонардо Ди Каприо охотится за 19-летними девушками, но никто не говорит о том, что она пользуется его статусом и его деньгами. Fuck you. Да, ём. go girl, вообще Go, girl, высоси fuck him. все Вообще из всё него, из да, него. все. Окей, Anyway, Дана, что у тебя на Эльдана FYP? For You page? Я все это время искала, я не могу найти в Вау. своих заметках сейчас. Ну, раз мы про ТикТок, весь мой ТикТок — это геи и собаки, и коровы. Like, that's all. Это все, что мне интересно. Да где он? Я же писала. Было, И типа, расскажет что мне она об этом нравится. нам уже за кадром, да, I think so. Да. Щас. Спасибо. Enjoy. Все. Так, Так, вот. подожди, давай, Ильдана. Да. Про ТикТок мы сказали, а еще сразу про сериалы мне... Я обожаю Inside Job. Третий сезон Inside отменили. Job. Сволочи. Невероятный сериал. Класс. Вот, Супер феминистический. дальше. Они... Ой! Этот эпизод длится уже 2 часа, мы его обрежем. Да, потом я раньше вот аниме вот это все не понимала, это, я думала, это не мое, но я наткнулась на Parasite, безумно интересно, аниме-фанс, я думаю, вам понравится, класс, это мое первое аниме, и мне оно очень нравится. А нет, это второе аниме, я еще смотрю Paradise Kiss. Girl, мы будем 5 лет заканчивать. Нравится, как Спасибо мягко большое, что пытаешься смотрели этот выпуск. к концу Ой, no, girl, приблизить. спасибо большое, что смотрели этот выпуск. Увидимся. Короче, подписывайтесь там. Подписывайтесь, нам нужны деньги. Больше Да. 10 тысяч подписчиков, монетизация. Быстро. Самое главное жить в моменте здесь и сейчас. Girl, пока. Все равно на ваши проблемы. Yeah.